Здравствуйте, дорогие друзья! Я в очередной раз приехал на рынок Гивон, чтобы снять для вас какой-то контент интересный. И я чередую. Прошлую неделю я был на рынке в Яфо, на рынке Пиш-Пишим. Сейчас я буду обозревать вам, что в эту пятницу есть на рынке Гивона. Он мой любимый рынок, честно вам признаюсь. Вот, потому что здесь есть более разнообразные товары, более разнообразные винтажные товары, вот, и антиквар есть, и много часов, и других интересных вещей. Так что вперед на рынок Гивон. Друзья, начинаю свой обзор. Вот здесь есть продавцы, которые торгуют постоянно на одних и тех же местах. Вот я сейчас прошел холодное оружие. Здесь как бы вот, я даже не знаю, что купить. Здесь инструменты есть. Я не очень разбираюсь в старых инструментах, в новых я разбираюсь. Поэтому не знаю. По мне, вот здесь я уже был позапрошлой неделе, ничего не изменилось. А вот здесь часы есть. Вот здесь интересные часики. Сейка. Такие, как командирские армии называются. Шалом леха. Кому ли это шалом? 200? 1,200. עובדים? שתי מקוריים. כן. זה כאילו, זה דגם ארמי, כן? שתיהם ארמי, הם שונים, ה-5,000 עולה קצת יותר מההוא, אבל שתיהם 1,200. שעונים נדירים מאוד. כן, זה צורה של שוורצנגר. Да, нашел я опять эти. В одном обзоре у меня уже были 4200 шекелей стоят. Если брать для коллекции, носить я не собираюсь. Еще есть часики. 5,000 for Montblanc. Сейка. Тоже интересный такой винтаж. 5,000 for good Montblanc now, it's not expensive. No, from the 40. Да, как всегда, я не могу спросить, он с кем-то занят. ואלה? אני צריך עליו 650. 650. בזל מסתובב. כן, כן. You know about lighter? 650 дороговато. Ладно, пойду дальше. Здесь он слишком покупатель такой говорливый. Мешает общаться. Иду дальше. Бижутерия. Полно бижутерии, всякой разной, кольца. Похоже на золото, но без пробы. Это не золото. С условием, что вы будете расти, я постоянно вижу, Часы. Здесь надо копаться и копаться. Вот сводч, который я раньше очень любил. Кстати, не в плохом состоянии. Шалом лах. Лиха. Кому улет сводч? 100 шекелей. 100 шекель. Они, батарейка не работает. Винтажный сводч. Ладно, ничего интересного, пойду дальше. Хочу найти одну женщину, которая торгует шкатулками. Это кого-то тебе напоминает? У нее есть каждый раз новые красивые шкатулки. Я ими очень заинтересован. Я у нее купил просто фантастическую итальянскую шкатулку с музыкой. Здесь серебро. Ничего, эта штука делается.
Смотрите, какая шкатулка. Сейчас я народ Можно открыть это? Можно открыть? я вам покажу. Ого. Да, интересно. Сколько это стоит? А какой-то век, год? 2,5 просто такая цифра, что... Серьезная вещь. Да, интересная вещь. Да, конечно, мужчина со шкатулкой этой с красного дерева загнул 2500. Я очень сомневаюсь, что она стоит этих денег. Какой-то зашквар. Ладно, идем дальше. Интересная вещь. Блюдо. Шалом. Часы. אפשר לראות? קסיו. Состояние очень хорошее. כמה הם? 250, הוא חדש לגמרי. 250? За мехир тов, давка. Часы 250 шекелей всего. Сейчас мы их рассмотрим поближе. Часики оказались очень даже неплохие, 250 шекелей, Сейко, в очень хорошем состоянии. Думаю, взять или нет. Просто у меня таких много-то, как бы такой формы, такой модели. У меня есть, но цена, конечно, аттрактивная. За 200 он отдаст. А есть какой набор керамический прекрасный. А, גברת שלום לך, מה עם המורנו? זה מה שנשאר לי. מה, זאת לא, אני זכוכית מורנו כזאת כמו שאני קניתי אצלך. אני יודע, אבל זה לא מעניין לי כאילו. זה יפה. תביא. טוב, פעם הבאה. Это вот мюрановская такая вазочка, но я их не собираю. Собираю такие вазы из красивого стекла мюрановского. Вы уже видели на моем канале то, что я покупал. И у нее я покупал шикарную вазу такого коньячного цвета, но у нее сейчас ничего нет подобного. Видите, вдалеке здесь есть вот это second hand. Вещевой рынок, пожалуйста. Туда я не буду ходить, мне это не интересно. Но кому интересно, можете приезжать и смотреть. Можете что-то найдете для себя хорошее. Иду дальше. Пластинки. Кому надо. Есть вещи неплохие, я смотрю. Beatles, Sting. Классика. Израильские исполнители. Смотрите, какой патефон. А сколько стоит патефон этот? זה לעוגיות, והשנייה זה לתה. זה ל-700 שקל. 1700 шекелей. Интересно. Да, такого патефона я не видел маленького. Интересный. Шкатулки. זה 1,700. זה עוד מה? Иду дальше. Сегодня много часов. Нет, это Феррари, это не вообще не ценное. Вот аренд неплохой. Шалом леха.
350. אוטומט עובד. נראה יפה. כמעט חדש. כן. כאילו לשנת שלו זה חדש, כן, כמו חדש. כן, זה כמובן. רק לנקות אותו זה יהיה בסדר. הוא באמת יפה, מצב, הצבע לא ירד, לא משושע. באמת כן, באמת. זה עובד. В хорошем состоянии. כן, אני יודע, יש לי הרבה כאלה. כמה אמרת? 350. יקר לך? לא, אני נחשוב על זה, אני אעשה סיבוב עכשיו. זה מצב טוב דווקא, לא... זהו, אמרתי לך, אבל אם אתה רוצה עוד קצת, אני יכול לעשות. מבין לך, בסדר, תודה. זה של המצלמות, שאל כמה כחול, חולצה כחול. Да, настоящий ориент. 350 шекелей за 300 отдаст. Есть сегодня часы интересные? Смотрите, всякие сувенирные вещи здесь. Вот неплохие есть африканские. Я уже говорил в прошлом видео, что африканская тема меня заволновала. Интересная статуэтка. Посмотрите, на что я наткнулся. Посмотрите, какая вещь. Резная такая статуэтка огромного размера. Китайская. Посмотрите, какая детализация. Это, наверное, красное дерево. Стоит это удовольствие 1300 шекелей. Но это грандиозная вещь. У этого продавца все время есть что-то хорошее. Все время оригинальные вещи, красивые. Я у него один раз покупал вазу миранскую. Давай, вообще класс, класс, класс. За עץ, נכון? עץ. Да, попадаются, конечно, уникальные вещи. Вот эта статуэтка, не знаю, как назвать это. Скульптура китайская была, конечно, интересна. Такого я не встречал. Постоянно на что-то здесь натыкаешься особенное на Гивоне. И поэтому он мне нравится, этот рынок. И как бы здесь можно рассмотреть все в деталях. Не как в Яффу, все валяется в Яффу, там на полу продают иногда. И полно народу, все толкаются, нет места, где пройти. А здесь нет, здесь свободно можно ходить и смотреть. И это радует. Посмотрите, часы. Кажется, я натыкаюсь на них уже второй раз. Эти Джертина. Ту женщину, которой я купил шкатулки, я не могу найти. Вот она, наверное, сегодня не приехала. Ну, ничего, смотрю, гуляю. Я удивился то, что здесь как бы двое израильтян арабского, так сказать, происхождения продают часы. Просто у них есть интересные часы, причем не подделки. Они мне не разрешили снимать, но часы есть просто. Они первый раз сказали, что на этом базаре. Вот. И там есть часы действительно очень интересные, и цены у них очень приятные. Я даже удивился. Просто я не хочу покупать сегодня именно часы, я пришел за другим. Вот, но приятно был удивлен. Смотрите, вот здесь такие блюда красивые, тарелки. И вот мой опять наткнулся я на знакомого своего Феликса, часового мастера. Смотрите, вот его часы. Он не любит, когда я здесь снимаю, но я втихаря сниму. Много часов у него. Сегодня, как всегда, у него есть выбор. Вот и он сам. Смотрите, здесь интересные вещи. Статуэтки, игрушки, шкатулки. Смотрите, какие-то котики. Интересная вещь.
Это вообще непонятно, какой-то реликт, окаменелость в коробке. Интересно, такого я не видел. Идем дальше. Сегодня народу немало народу. А вот и Сергей. Вот он собственной персоной. Сидит, чем-то занят. Что у него интересного сегодня? Ладно. Наверное, 2 часа. Вот Хани Лёмицалим. 2 часа, наверное. Лёша вы. Кен, они Лёша вы. Ты в доку ты, уляй Кен. Какой-то, извиняюсь за выражение, придурок, который не разрешает снимать. И снимать у него нечего. Я увидел оригинальные часы, не могу подойти к ним. А, это барометр. Это не часы. Вы знаете, что особенное сегодня на рынке на этом, что некоторые продавцы, хотя такого раньше не было здесь, в принципе, не разрешают снимать. Ну, я стараюсь, во-первых, я всегда стараюсь не показывать лица. Вот, и как бы избегаю этого. В основном я показываю товары. Это типа гжели что-то. А, это голландское такое, да. Фарфор с голубой краской такой. Смотрите, какая шкатулка огромная. Целый сундучок. Смотрите, фуражка водителя Эгид. Это, наверное, 50-х, 60-х годов. Здесь есть очень красивая вот такая ваза. Она не мюрановская, но она красивая и стоит дешево. 120 шекелей. Похоже на Мюрана, но не у Мюрана. Но красивая. Посмотрите, вот интересный стол, посмотрите, какие часы. И вот этот полет, он золотой. Он золотой, стоит здесь 18 граммов золота, стоит 3500. Здесь много медалей, смотрите, советских. И вот такой интересный ориент. Ориент стоит в магазине где-то под 2000, здесь продают за 1000. Интересный вариант, они новые, с гарантией. Вот так. Я думаю, мне сегодня надо заканчивать свой поход. Я не нашел то, что искал, откровенно говоря, но это не важно. Мне нравится ходить по этому рынку, бродить, что-то искать. О, коллега, здравствуй. Шалом, Сергей. Смотрите, а? Это король этого рынка, Сергей. Это мы. Да, полно у него всяких. Подписывайтесь на Да, канал. подписывайтесь на канал, ставлю ссылочку. Ставьте лайк. Да. Не, на твой канал. И на мой канал, и на его канал, потому что я, можно сказать, начинал с него. И комментарии тоже. Да, комментарий побольше. Посмотрите, сколько у него товара. Классные вещи. Так что вперед, ребята, на рынок Гивон. Я заканчиваю сегодняшний поход свой. В общем, как всегда, рынок был интересен. Смотрите мой канал. Скоро я начну делать прямые трансляции. До этого я этим не занимался. Но это нормальное дело, когда ты общаешься напрямую с подписчиками, вот, и со зрителями. Так что, ребята, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео. Всего хорошего, друзья. Пока-пока.